А сейчас пересказ фильма «Быть с тобой». Приятного просмотра. Не забывайте подписываться на канал и телеграм, там много интересного. Цинь Янь – 24-летняя художница, столкнувшаяся с проблемой писательского застоя. Ей сказали создать романтический комикс, но она специализируется на жанре боевиков. Поэтому всякий раз, когда она создает что-то связанное с романтикой, это получается ужасно, как, например, девушка, которая выражает свою любовь, прижимая парня к бетонному полу. Главный редактор дает Цинь Янь и Мину дедлайн до того, как они должны представить окончательный вариант романтического комикса. Если Цинь Янь не сможет создать хорошую историю, она будет немедленно уволена. Из-за нервного напряжения она не может дать волю своим творческим чувствам. Мин вздыхает и объясняет, что читатели должны почувствовать, как учащается биение их сердец, когда они читают романтическую историю. Наивная Цинь Янь связывает сердцебиение с сердечной недостаточностью, потому что она никогда не испытывала подобных ощущений. Мин вручает ей пачку романтических комиксов и оставляет ее обдумывать идеи, попросив принести их к 5 вечера следующего дня. В следующей сцене Цинь Янь сидит на скамейке в парке и рисует сердце, как просила ее Мин. В это время к ней подходит милый песик и смотрит на ее вяленую говядину. На его ошейнике написано, что его зовут Цибао. Поскольку их имена совпадают, Цинь Янь считает, что она должна вернуть собаку хозяину в целости и сохранности. Она дает ему еще один кусок вяленой говядины и берет в руки поводок. К ее удивлению, собака, похоже, уже знает, где находится ее хозяин. Она быстро бежит, стараясь не отставать, и в конце концов достигает моста у озера. Хозяин оказывается красивым молодым человеком по имени Янь Синь. Он резко оборачивается, а Цинь Янь смотрит на него наконец, понимая, что редактор имел в виду под учащенным сердцебиением. Когда Янь Синь просит у нее поводок, она глупо пожимает ему руку и смущается. Она пытается завязать разговор, но мужчина отвечает отрывисто и пренебрежительно. Он предлагает ей купить закуски в обмен на то, что съела собака, но Цинь Янь отказывается. Вдруг собака побежала в другом направлении, из-за чего Янь Синь споткнулся и упал на Цинь Янь. Когда их разделяет всего несколько сантиметров, она перепрыгивает через них, заставляя их сомкнуть губы. Янь Синь тут же вскакивает, а Цинь Янь остается лежать на земле, пытаясь понять, что только что произошло. Она встает и прямо спрашивает его номер телефона, чтобы связаться с ним позже. Янь Синь ошеломлен ее открытостью, но прежде чем он успевает ответить, Цинь Янь звонит редактор и сообщает, что она допустила ошибку, а срок сдачи статьи истекает менее чем через час. Цинь Янь ничего не остается, как спешить обратно в офис. Но перед уходом она просит Янь Синя подождать ее до возвращения. Янь Синь смущен, но из любопытства решает подождать. Примерно через полчаса ему звонят из архитектурного бюро, и он вынужден вернуться домой. Он пишет свой номер на липкой записке и приклеивает ее на скамейку для Цинь Янь, прежде чем уйти. Но как только он поворачивается, записка улетает. Цинь Янь приходит в офис и создает двухстраничный комикс о своей первой встрече с Янь Синем. Редактора впечатляют такие элементы комикса, как неожиданный поцелуй и милая собака. Она советует Цинь Янь написать больше о мужском персонаже, потому что это, несомненно, будет хитом. Но чтобы написать о нем больше, Цинь Янь придется проводить с ним больше времени. Она вдруг вспоминает, что просила его подождать, и спешит обратно к озеру. Когда она приходит, уже стемнело. Хотя она ожидала, что такой красавец, как Янь Синь, не будет ее ждать, его отсутствие все равно ее разочаровало. Янь Синь, напротив, идет в свой офис. Он трудолюбивый архитектор, владелец популярной фирмы. В офисе его ждет лучший друг и коллега Шень. Шень близок с семьей Янь Синя, особенно с его дедом, который при каждом удобном случае играет роль свахи. Старик хочет, чтобы Янь Синь как можно скорее женился, но проблема в том, что у Янь Синя никогда не было девушки. Шень рассказывает, что его послали рассказать Янь Синю о свидании вслепую, которое назначил его дед, но Янь Синь отказывается идти. Вечером Цинь Янь идет ужинать со своими друзьями. Пока они разговаривают, с этажа выше несколько девушек выливают воду на Цинь Янь. Девушки спускаются вниз, чтобы извиниться за свою пьяную подругу. Брат Цинь Янь преподает в том же университете, где учатся девушки. Поэтому, когда девушки говорят о ком-то, кто разбил им сердце, она сразу понимает, о ком идет речь. Оказывается, все влюблены в строгого профессора архитектуры. Он каждый день ходит в университет разбивать сердца, хотя преподает всего 1 месяц в течение сессии. Этим парнем оказывается сам Янь Синь. Он является профессором университета, а также генеральным директором своей фирмы. Цинь Янь также узнает, что он никогда не помнит ни одного студента или коллегу по имени, а называет их по идентификационным номерам. Не зная, что ее подруга говорит о Янь Сине, Цинь Янь обдумывает, как его найти. Дома она пишет в блоге сообщения обо всем, что знает о нем, например, о его росте и кличке его собаки, и просит читателей сообщить ей, знают ли они кого-то похожего на него. В одном из комментариев говорится, что они видели похожего человека в университете. Цинь Янь решает проверить, так ли это, и на следующий день отправляется в университет. Первой, кого она встречает, оказывается девушка, тайком фотографирующая кого-то в другом корпусе. Когда она спрашивает о красивом мужчине,
мужчине, та сразу понимает, кого ищет Цинь-Янь. Оказывается, девушка фотографирует Янь Синя и продает фотографии его поклонницам за деньги. По сути, она открыла бизнес по продаже его фотографий. Когда Цинь-Янь говорит, что ей не нужна его фотография, девушка в растерянности. Цинь-Янь просто говорит, что она девушка этого мужчины. В это время прибывает охрана, которая ищет преследовательницу. Прежде чем убежать, она просит Цинь-Янь занять переднее место в аудитории архитектурного факультета. В это время она подкладывает в сумку Цинь-Яне карту памяти, так что даже если ее поймают, ее труд не будет изъят. Цинь-Янь занимает место в аудитории и удивляется, когда Янь Синь входит в качестве профессора. Они встречаются взглядами, Цинь-Янь машет ему рукой, но он ведет себя спокойно и не обращает на нее внимания. Она замечает на трибуне коробку с головоломкой и выясняет, что каждый год Янь Синь предлагает своим студентам решить эту головоломку. Тот, кто решит ее, может попросить у него все, что захочет, но Янь Синь уверен, что никто из первокурсников не сможет решить такую сложную головоломку. После урока девушки по очереди пытаются решить ее, но терпят неудачу. Через несколько минут он заходит в зал и видит, что Цинь-Янь уже разгадала головоломку. Удивленный, он просит зайти к нему в кабинет. Она замечает в своей сумке карту памяти и достает ее, но Янь Синь перехватывает. Он подключает флешку к своему компьютеру и обнаруживает, что на ней нет ничего, кроме его фотографий. Цинь-Янь клянется, что карта не ее и намерения чисты, но Янь Синь от этого не становится лучше. Он закрывает тему и спрашивает девушку, как ей удалось разгадать головоломку. Оказывается, ее отец тоже был архитектором, и по дому постоянно валялись подобные коробки. Она играла с ними в детстве, поэтому знает, как они работают. Она также объясняет замысловатый способ решения, который впечатляет Янь Синя. В качестве вознаграждения она просит сделать ее помощницей учителя, чтобы быть ближе к нему. Янь Синь соглашается, но заявляет, что для сохранения работы она должна сделать так, чтобы он запомнил ее имя к концу недели, иначе ей придется уйти с должности. Цинь-Янь думает, что задача легкая, но она не знает, что Янь Синь даже не помнит имени своего лучшего друга. Для него это просто пустая трата времени, но Цинь-Янь твердо намерена победить. Позже она рассказывает Мину о своих успехах и пишет еще несколько страниц комикса в связи с недавним разговором с Янь Синем. Мину нравится ее работа, и она предлагает ей сохранить должность ассистента преподавателя, считая, что это поможет ей реализовать свои творческие идеи. В свой первый рабочий день Цинь-Янь ходит за Янь Синем и повторяет ему расписание на день. Она пытается заставить его назвать свое имя, но он постоянно называет ее по номеру удостоверения. Пока они разговаривают на лестнице, преследовательница их фотографирует. Янь Синь замечает ее и сближается с Цинь-Янь, чтобы ее разозлить. Через некоторое время он ловит девушку с поличным, но выясняется, что это его двоюродная сестра Цзицу. Он отбирает у нее камеру и требует, чтобы она извинилась перед Цинь-Янь за то, что подставила ее, подложив карту памяти в ее сумку. Цзицу сначала отказывается, но соглашается, когда он обещает вернуть камеру, если она сделает все, как ей велено. В следующей сцене Янь Синь входит в лекционный зал и обнаруживает Минго под трибуной. Она показывает ему блокнот со своим именем и даже переводит это имя как 7-летний зуд, чтобы он мог запечатлеть его в своей памяти. Янь Синь тихо шепчет ее имя и что он хочет жениться на ней, после чего целует ее в губы. В этот момент Цинь-Янь просыпается и понимает, что это был всего лишь сон. На следующей лекции она решает воплотить свой сон в жизнь и прячется под трибуной. Но в отличие от сна, Янь Синь сразу же просит ее вылезти и посылает ее на место. Янь Синь не теряет надежды и постоянно пытается заставить его вспомнить имя. Она даже напечатала свое имя на футболке и сменила обои на ноутбуке, поставив свое лицо. Тем не менее, он по-прежнему называет ее выдуманными именами. В один прекрасный день ей сообщают, что Янь Синь не будет в университете в течение недели из-за каких-то срочных дел на работе в фирме. Но он оставил ей много заданий, которые она должна выполнить вместо него. Цинь-Янь расстроена, потому что когда он вернется через неделю, он наверняка забудет ее имя. Но после разговора с его сестрой, она узнает, что для него репутация – это самое главное. Поэтому, начиная со следующего дня, она выполняет работу в качестве помощницы учителя в его отсутствие. Когда через неделю Янь Синь наконец возвращается, все от уборщиц до учителей перед ним хвалили Цинь-Янь. Позже они встречаются на улице под дождем. Цинь-Янь надеется, что ее похвалят за отличную работу, но он ставит ей двойку за то, что она слишком старалась. Вдруг проезжающая мимо машина брызгает на них водой, из-за чего они сильно намокли. Чтобы помочь ей, Янь Синь приводит Цинь-Янь в комнату для персонала и позволяет ей переодеться в сухую одежду. После того, как они переоделись, Цинь-Янь отмечает, что он уже помнит ее имя, но воздерживается от его произнесения. Янь Синь не отрицает и не подтверждает это утверждение. Вместо этого он спрашивает ее об истинных намерениях. Цинь-Янь резко заявляет, что она влюбилась в него. Во время их разговора она спотыкается об его ноги и падает ему на грудь. В то же время в комнату заходит дедушка Янь Синь. Он застает их за этим занятием, но не может поверить, что у его внука
внука есть девушка. Все трое садятся поговорить, когда старик рассказывает, что назначил Янь Синь свидание вслепую. Янь Синь в панике говорит, что Цинянь его девушка. Старик не верит и просит его назвать ее имя, если она действительно его девушка. Цинянь также призывает его сделать то же самое. Выхода нет, и он называет ее имя. Цинянь в шутку добавляет, что всегда будет заботиться о его внуке. После ухода дедушки Янь Синь не остается ничего другого, как признать поражение и позволить Цинянь продолжать работать его помощницей. Она счастлива, что наконец-то может быть с мужчиной своей мечты, а также писать о нем. Янь Синь в свою очередь втайне радуется новой помощнице. В конце концов, даже такой холодный и высокомерный профессор наконец-то начал в кого-то влюбляться. Спасибо за просмотр, не забывайте подписываться и ставить лайк.